Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала и ведический астролог. И тема сегодняшнего видео — это прогноз на январь 2026 года для рыб. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак, либо знак зодиака Луны, если вы не знаете точное время своего рождения. Как построить свой гороскоп в физическом стиле, как узнать свой восходящий знак, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И если вы не хотите заморачиваться тем, чтобы строить свой гороскоп, переходить по ссылкам, у вас не получается, вы не разбираетесь, то напишите тогда, пожалуйста, в комментариях свои данные рождения, дату, время, место, то, которое вы знаете, время. И я построю ваш гороскоп и расскажу вам, для какого знака зодиака смотреть прогноз на моем канале. И теперь давайте говорить о тенденциях января 2026 года для рыб. Первое январское событие — это полнолуние 3 января в вашем четвертом доме гороскопа. Полнолуние у нас что-то завершает, какие-то этапы завершаются в том месте, где мы живем, потому что четвертый дом — это дом места жительства, дом недвижимости, дом транспорта. Это может быть поездка, это может быть смена арендного жилья, это может быть продажа недвижимости, это может быть продажа транспорта, это могут быть какие-то завершающие процессы у мамы. Это может быть даже в некоторых случаях, кстати, допустим, окончание школы какой-нибудь музыкальной или просто какой-то школы. Но, в общем, что-то завершается по четвертому дому гороскопа. Но и не всегда значительное на самом деле. Иногда это бывает просто перепрописка, допустим. Сходили, поставили новый штампик, что вы прописаны, и вот вам полнолуние в четвертом доме гороскопа. И я напомню, что это ось 4-10 дом гороскопа, мой дом и дом чужой, либо мой дом и недвижимость, и работа. Вот эта вот ось, она активна, потому что январь вы встречаетесь со скоплением планет в вашем 10 доме гороскопа, доме работы, статуса, общественной репутации. И это скопление планет у нас с середины декабря до начала января оно формировалось в вашем 10 доме гороскопа, а в январе тенденция начинает смещаться. Значит, с 13 января по 5 февраля в ваш 11 дом гороскопа заходит Венера. Транзит Венеры по 11 дому гороскопа — это переоформление счетов, карточек, документов, предпринимательства, бизнеса, переоформление, может быть, даже, кстати, на машины, на какие-то предметы творчества, на предметы вашего творчества. Ваши собственные усилия направлены на достижение ваших целей. Значит, у вас есть какая-то цель, которую вы пытаетесь себе реализовать в январе 2026 года. Объединение друзей, может быть, но много собственных усилий направлено на достижение ваших целей, исполнение ваших желаний, на какой-то результат. Помимо этого, может быть такое, что какая-то финансовая поддержка потребуется вам со стороны, может быть, какие-то такие, знаете, там, ну, как бы выплаты, возврат налогов, например, возврат налогов, возврат страховых взносов, что-то такое незаработанное может поступать на ваши счета. Но в некоторых случаях могут быть и проверки, допустим, по вашим счетам, поэтому если у вас что-нибудь там не в порядке, то наведите порядок, чтобы у вас в январе все было ок, потому что какие-то могут вмешиваться такие процессы, как бы запрос к вам поступает, что вам нужно показать, сколько у вас там денег на счете. Хотя в целом транзит Венеры по 11 дому гороскопа — это еще и транзит на то, чтобы общаться с друзьями, налаживать отношения с друзьями, может быть, даже развлекаться совместно с друзьями, в каких-то мероприятиях участвовать, развлекательного характера. Может быть, куда-то вместе пойти, куда-то вместе съездить, на выставку какую-то пойти вместе с друзьями. То есть какое-то налаживание отношений с друзьями,
Это еще и подарки могут быть, какое-то получение подарков, либо что-то планировать по поводу подарков. Тоже это будет активно у вас в январе в целом. С 14 января по 13 февраля в ваш 11 дом гороскопа зайдет Солнце. Солнце проясняет что-то связанное с вашими счетами, накоплениями, предпринимательством, с дружбой, с сообществами, в которых вы состоите. Транзит Солнца по 11 дому гороскопа напрямую указывает на то, что в этот период может быть планирование и прогнозирование в работе, планирование и прогнозирование в кредитных вопросах, в судебных вопросах, в спорных вопросах, в вопросах лечения, в вопросах, например, составить график тренировок, составить график лечения, составить график выплат по кредиту, составить план на 3 года в работе. Вот такие вот будут вопросы. В некоторых случаях это выплаты по судебным делам, по кредитам тоже могут быть по транзиту Солнца по 11 дому гороскопа. С 16 января по 23 февраля по 11 дому гороскопа пойдет еще и Марс. Марс в целом комбинацию создает на то, что вы пополняете ваши счета накоплений. То есть, возможно, может быть, даже где-то можно будет больше заработать, либо как-то вносить будете деньги на счет. Но есть такая тенденция, что у вас будут спрашивать, отец, учитель, руководитель, вышестоящий орган может запрашивать, а сколько, то есть у вас тут несколько указаний, а сколько денег у тебя на счете, а откуда эти деньги. А помимо этого, может быть такое, что, допустим, руководитель будет добиваться от вас, вот если вы работаете в нами, добиваться от вас, вот скажи, пожалуйста, за что я должен заплатить тебе премию, вот покажи, пожалуйста, результат своего труда. Могут быть спорные вопросы, то есть если у вас есть вопрос повышения уровня заработной платы, то он может быть таким спорным, то есть вы хотите столько, вам дают столько, вы спорите, вы пытаетесь прийти к компромиссу. Но в целом еще могут быть появление друзей в каких-то на какой-то учебе, появление друзей, которые у вас появятся в каких-то путешествиях, подружиться с такими людьми, как ученые люди, это адвокаты, нотариусы, чиновники. Ну, такой подружиться, конечно, по Марсу не сильно подружиться, но какой-то совместная какая-то совместная борьба, кстати, отстаивание интересов какой-то группы людей, может быть, по этому Марсу в 11 доме гороскопа, когда вы выступаете на защиту какой-то группы людей, отстаиваете интересы этой группы. И еще, кстати, может быть такой, когда Марс будет идти по 11 дому гороскопа, могут быть очень сильные эмоциональные впечатления. Я никогда не говорю в плюс или в минус, потому что Марс у нас здесь дает указание на сильные эмоции, но положительные или отрицательные, все будет зависеть от контекста вашей жизни, потому что Марс дает такие глубокие сильные эмоции, то есть это обычно периоды, которые мы запоминаем хорошо. То, что происходит в нашей жизни, это обычно то, что откладывается в памяти. То есть для вас январь будет, вот первая половина января, вторая половина февраля, это будут значимые периоды вашей жизни, которые вы запомните. С 17 января по 13 февраля в ваш 11 дом гороскопа зайдет еще и Меркурий. Меркурий в 11 доме гороскопа на путешествие, на отъезд из дома на какой-то короткий срок, в принципе, не на небольшой, может давать указания на продажу недвижимости в некоторых случаях, либо на то, что мы пополняем счета наши за счет вот нашей недвижимости, транспорта. То есть, может быть, вы, допустим, сдаете в аренду, и за счет этого вы вот просто там вам заплатили какие-то деньги, пополняете счет, накопления свои. Но еще что-то планировать, прогнозировать, связанное с местом жительства, с недвижимостью, с транспортом, то есть местом проживания, а также с помощью ваших партнеров, с помощью ваших партнеров по браку, личной жизни, по команде, то есть это коллеги по работе, входить в какие-то новые сообщества, входить в какие-то новые коллективы людей, знакомиться с какими-то новыми коллективами людей. И ваши партнеры могут прислушиваться как-то к советам других людей вышестоящих, либо каких-то покровителей, либо к советам друзей, то есть могут много времени с друзьями проводить, либо вас тоже знакомить со своими друзьями. У вас будет много каких-то новых коллективов, новых знакомых появится у вас в январе, как будто бы вы начинаете как-то активничать, активно строите планы, активно
Что-то, может быть, перестраиваете тоже по планам, именно связанное с будущим, с тем, что вы планировали. И 18 января будет новолуние в этом 11 доме гороскопа. Новолуние в 11 доме гороскопа — это новолуние, то есть это что-то новое, которое будет давать нам, например, новую награду, новое достижение, новую выплату, новые цели, новое сообщество, в которое мы входим, новый, возможно, какой-то круг общения и, может быть, новый уровень оплаты труда, то есть премия какая-то, да, тоже может быть новолуние. 11 дом, он вообще денежный. Денежный, но это может быть новый счет. Новый счет в банке, новый бизнес, новое сообщество, новый уровень оплаты труда, новая премия, ну и новый коллектив, новое сообщество, новый друг, новый покровитель, новый подарок. Тоже такое может быть. Что-то в этом роде. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на январь 2026 года для рыб. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.